Всем доброй ночи, точнее, почти что утро. Итак, продолжаем дарить ритуалы простым людям и практикам. Дорогие друзья, это один из самых сильных ритуалов для практиков, которые могут провести они себе или другим, собственно говоря. И этот ритуал называется «4 богини удачи». Вот каждая из этих богинь есть фортуна, но фортуна в ином ипостасии, то есть каждая сторона света имеет свою богиню удачи, свою богиню судьбы. Та же самая фортуна в разном лице. Сейчас я вам объясню. По традициям магии мир делится на 4 стороны. Мы говорим, иди на все 4 стороны света, да, 4 стороны света. Кроме того, 4 измерения света. Вверх, вниз, преисподня и царствие более таких высших иерархов. Хотя я всегда говорю, что нету темной силы, нету белой силы, все силы одинаковы. Они могут делать как добро, так и зло. Собственно говоря, сейчас я объясню, для чего этот ритуал. Этот ритуал практик может провести человеку, который хочет большой удачи. Если у вас будут статуэтки всех богинь, конечно, ритуал получится намного лучше. Если их нет, приобретите только эти предметы, и уже достаточно для ритуала. Практик может провести для себя один раз, вот так открыв торжественно, скажем так, алтарь. В остальные разы он может просто расставить предметы и начитать 4 раза. Итак, давайте сначала ознакомлю вас. Фортуна, она вам знакома. Мы ее все знаем, любим. Она у нас западная богиня судьбы, западная богиня фарта. Бригитта. Она у нас северная богиня судьбы, колдовства, магии, удачи, благополучия и прочее. У нее больше ипостасей, то есть больше функций разных. Лакшми, индуистская богиня и в том числе богиня юга. Ее называют южная фортуна. Воплощение разных ипостасей богинь, но в любом случае она остается богиней благополучия, удачи, фарта, вдохновения, творчества и прочее. Сейчас повернемся на эту сторону и покажем вам Ошун. Ошун – восточная богиня удачи, фарта, судьбы, восточная фортуна. Она, можно сказать, если грубо говоря, контролирует Восток, Малую Азию и Африку. Дорогие друзья, духи каждых сторон света покровительствуют этой стороне. Если вы едете на Восток, вы должны обращаться к джиннам. Вы должны их угощать, вы должны задобрить их, чтобы обращаться к ним. Если вы едете на север, вы должны обращаться к северным сущностям. Поморы есть и божества, есть сущности, их еще называют феи, еще называют их, как они там еще называли, я уже не помню, потом как-нибудь вам скажу. То есть мы, может, для вас это покажется сказочным, но сказки сочинены на основе вот именно скандинавских эпосов и скандинавских этносов, мифологии. Когда показывали скандинавских колдунов, как они поклоняются эльфам, да, вот эльфы, феи, люди думали, что они какие-то сказки там напридумывали или к сказкам обращать. На самом деле сказки как раз и взяты из настоящей магии. Поэтому, если вы едете на север, значит, вы должны благодарить, вы должны задобрить силы те. Причем скандинавы настолько сильно верят в это все, что до сих пор, даже невзирая на то, что они как бы по вере христиане, они обращаются к этим силам, к эльфам, к определенным силам трав, моря, камней и прочее.
Это про северную богиню. Если вы едете на запад, вы должны задобрить духи западной стороны. Это в основном культ предков, в основном тотемизм, то есть поклонение животным, поклонение силам природы, почитание их за своих предков и прочее. Если вы едете в Азию, в азиатские страны, неважно, это Дальний Восток или Азия, вы должны там благодарить и задабривать духов Азии, демонов азиатского пантеона. Если вы едете в Африку, вы должны задобрить духа Вуду. То есть вы с ними должны работать. Иногда Вуду работает, скажем, на Востоке лучше и на Кавказе лучше, чем, скажем, в России. Потому что когда в России каждый второй вудуист, извиняюсь за выражение, мне смешно. Эти силы не так уж и поддаются. Они в основном поддаются людям с восточной кровью, с кавказской кровью. Потому что, как ни крути, но Кавказ и Восток и Малая Азия все-таки ближе, чем Север, чем Новосибирск, чем Новочеркасск и прочее. Согласны со мной? Поэтому почва, она близка. И генетика близка, и кровь близка. Поэтому она работает у таких людей сильнее. Когда показывают, что негр практикует чернокнижие русское, мне смешно, потому что у него навряд ли это получится. Он генетически не расположен к этой земле. Почему у меня получается и русское колдовство? Объясню, потому что я с малых лет в России живу. Я живу в России почти с 13 лет. Ну, чуть больше, 13-14, вот где-то так. Понимаете, я уже свыклась с этой землей. Кроме того, я знаю законы магии, я знаю, как задобрить, как на свою сторону их переманить. Но не все это знают. Итак, символы. Символы фортуны. Монета. Желательно, чтобы она была серебряная. Если нету, можно медную монету, но побольше, необычную монету. Есть в банках монеты серебра, можно купить. Вот здесь Елизавета. Это серебряная монета. Поскольку ее еще называли фортуна, юнона монета, счастливая, поэтому ее символ монета. Северных божеств. Символ красного цвета, символ огня, то, что не хватало на севере, в холоде, то, чем грели алтари богов, то, что было очень ценно, но дарили богам, то есть то, чем они не грелись сами, но одаривали ими богов, это огонь. Поэтому северная сторона должна быть огонь, красная свеча. Азия и юг. Она славилась напитками, она славилась определенной кулинарией, она славилась необычными кушаниями и прочее, естественно, амброзией, естественно, шербет и прочее. Это виноградный сок. Купите хороший виноградный сок. Есть такая марка, называется «Золотая Русь». Вот она, это дорогой сок, но он того стоит. Если человек к вам обращается, пусть он все это находит и привезет сам. Если статуэтки найдет, будет вообще великое счастье. Если нет, я уже объяснила, как сделать. Африка. Страна жаркая, страна пахучих трав, необычных цветов, шаманизма и прочее. Благовоние должно быть возле Ошун. Итак, мы должны читать возле каждой богини один раз. После свечу надо погасить, виноградный сок выпить, оставить тлеть благовоние и монету хранить у себя. Каждый раз, когда вы будете проводить, ту же монету ложите сюда, находите эти же все, значит, продукты и ингредиенты и прочее. Есть у вас статуэтки 4 богинь удачи? Прекрасно. Нету, значит, располагайте просто на красной ткани. Этого хватит на некоторое время, очень сильно хватит. Даже сильному человеку хватит. Но нету, значит, располагайте эти предметы точно так же, вот как здесь. Постарайтесь, чтобы было правильно, чтобы у вас получилось. 4 раза на каждой стороне стола, на каждом углу. Вот здесь угла нету, правда, стол круглый. И хорошо, неважно. На каждой стороне предмета читаем по одному разу. Оставляем тлеть, значит, это гасим пальцами, монету отдаем человеку, если он пришел, пусть он ложит куда-нибудь в какой-нибудь мешочек и носит с собой. В сумке, в барсетке, неважно, он должен его носить с собой, потому что это благословление богинь.
Это он выпивает, потому что он должен внутрь себя принять ту зарядку, поскольку эти силы заряжают все, что рядом с ними находится. Итак, сначала прочитаем возле Лакшми. Итак, пойдем по кругу. Мир состоит из 4 сторон. Есть 4 богини судьбы, 4 лица, 4 сторон, 4 судьбы, 4 миров. О великая ипостась одной судьбы в лицах 4. Да усилится мой колдовской заговор в 4 раза. Обращу свой взор на север и призову великую Бригит. О западная судьба, безотказная Бригит, услышь меня и удачи одари. Обращу свой взор на восток к великой Ошун. О златокудрая Ошун, судьба восточная, услышь меня и удачи одари. Обращу свой взор на запад и призову великую Фортуну. О щедрая Фортуна, западная судьба, услышь меня и удачи одари. Обращу свой взор на юг и призову великую Лакшми. Показываю вам их. О сиятельная Лакшми, судьба южная, услышь меня и удачей одари. 4 раза покрутится земля, 4 богини духом своим придут мне на подмогу. В 4 раза удача моя усилится. О 4 великие силы, 4 лица одной судьбы, 4 судьбы одной вселенной, о богини удачи и счастья. Да будет вечно ваше покровительство и помощь ко мне. Славься 4 раза 4-ликая судьба. Я даю силу заклинанию, да услышат меня великие богини судьбы. Да одарят они меня, да наполнят мои сундуки добром, и стол явствами, и жизнь везением. Все двери откроются, все препятствия уйдут, все богатство мира ко мне потечет. 4 раза 4-ликая сила 4 богинь с 4 сторон света, услышь меня. Я усилилась. Колдовской круг закрутился. Инга стала богатой, удачливой, фартовой. Отныне только удача мой спутник. Богини-свидетели мои, матери мои, покровители мои, они меня одарили. Славьтесь, великие богини, по вашему приказу я все получаю. Заклято. Это нужно читать 4 раза. Но я прочту 1 раз, поскольку не стоит сейчас читать, я для себя отдельно делала уже. Итак, берем и выпиваем весь сок. Ой, честно говоря, вот немножко почва уходит из-под ног обычно при таких ритуалах. Далее тушим свет пальцами. Берем монету и говорим: беру монету себе на удачу. Благодарю богинь. Славьтесь, 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 славьтесь. 4 раза. Оставляем догореть, когда это все потухнет, алтарь можно убирать. Если вы будете проводить для человека, то монету берет он в руки, и он говорит эти слова, может за вами повторить. А что потом будет в его жизни и судьбе,
вы увидите сами. Хотите помочь человеку сразу резко встать на ноги, проведите этот ритуал. Один раз достаточно, чтобы вы ему помогли вырваться из ямы долгов и прочее, и прочее. Потому что вы открываете практически все порталы удачи с 4 сторон света. Это все богини, которым поклонялись десятки тысяч лет. У них настолько великая сила. Вот когда говорят эгрегоры, дорогие друзья, вот они эгрегоры. У них такая сила и такой эгрегор, что если вы увидели, что мы начали обновлять ритуалы фортуны за 3 месяца где-то с чем-то, как мы начали, да, вспоминать и делать обращение к фортуне, за несколько месяцев сколько сотен тысяч человек получило желаемое и писали нам, сколько и благодарили, и сколько людей вылезло из ямы, жизненной ямы, из своего состояния, безысходности и прочее. Это говорит о том, что никакой эгрегор, созданный в современном мире, под названием религия ли, секта ли, не знаю что, не может сравниться с тем, что было у древних богов. Вот почему я поклоняюсь древним богам и благодарю. И я вам еще раз скажу, молитва может быть и не услышана, а вот заговор всегда получается. Тогда что это означает, что древние боги сильнее? Не так ли? Итак, я думаю, что я все объяснила, как и что проводить. Желаю вам удачи. Я думаю, что у вас все получится. Всего хорошего.